Всем добрый день! Вы на канале Шитие Мое, и это у меня незапланированное видео. Не планировала я сегодня никакие съемки, однако, когда увидела в своих закромах очень красивую ткань с красивым принтом интересным, у меня появилась идея, которую я не смогла от вас скрыть, скажем так. И сегодня я буду моделировать эту идею по мастер-классу вот этой блузочки. То есть я беру эту выкройку, которую мы с вами строили вместе, ссылочку я оставлю в описании под этим видео, и немножечко ее изменю. И у меня получится очень интересная, я надеюсь, блузочка. К ней я сошью либо брючки, либо юбку, я еще подумаю, что там будет, потому что ткани у меня достаточно много. 2 метра на 145. Но прежде чем я приступлю к этому мастер-классу, я хочу вам показать, что я еще попробовала два варианта смоделировать от этой блузки, да, то есть от построения этой блузки. То есть у нас есть две детали. У меня здесь центр переда смещен немножко вправо. И вот здесь у меня идет вот такое незашитое место, то есть вот эта вот линия идет вот сюда в плечо, и здесь у меня незашитое место. Если вы видели эту блузку, то вы понимаете, о чем я. Так вот, у меня есть два варианта, естественно, это макетные ткани, и они такие, ну, грубоватые, конечно, для таких изделий, для таких блузочек. Если, допустим, тканька будет и здесь тканька будет более мягкая, более такая приятная, то она и выглядеть будет иначе, да? Итак, в этой модели я меняла эту часть, а в этой модели я меняла эту часть. Но прежде чем что-то менять в выкройке, я восстановила вот этот шов, да, то есть опять вернула его на центр. Здесь у меня никаких нет разрезиков, никаких ничего такого нет. У меня здесь идут складочки, да. Можно сделать защипы, можно сделать сборки, но я сделала складочки. И, конечно же, за счет того, что ткань у меня такая грубоватая, смотрится это не очень интересно, но это же все-таки макет. То есть мне хотелось просто посмотреть, можно ли так сделать, да, что вообще можно сделать с такими... с такой выкройкой. Итак, в этой модели, значит, вот у меня одна деталька, вот эта, которую я меняла, эту я не трогала. Я разрезала вот таким образом, именно по косой. Далее раздвигала. Насколько мы будем раздвигать, это уже наше дело. Я раздвигала на 3 сантиметра. Тут у меня, по-моему, 4 было разрезика. 4 складочки, да, и каждая разрезала на 3 или на 4, я уже, честно говоря, не помню, но это уже лично дело каждого, да. Раздвинула вот так, потом собрала в складки, соединила, и у меня получилась вот такая вот интересная блузочка с драпировкой, да. Также цельнокроенный рукав, то есть здесь ничего не меняла. Что касается вот этой модели, я меняла, я уже сказала, меняла вот эту часть, но делила, то есть, да, разрезала я ее от плечевого среза, вот так, до бокового среза, то есть полностью. Далее раздвигала, тут тоже как бы не сильно много, по-моему, на 3 сантиметра, 3 разрезика было. Я каждый раздвинула на 3 сантиметра. И получилась сборка вот здесь. То есть здесь я по плечу сделала складки, и они вот так вот идут как... И еще раз повторяю, если бы ткань была более мягкая, более нежная, она бы здесь легла как такой интересный водопадик, да, то есть водопадик от плеча. Очень, кстати, интересная модель, так что берите себе на заметку и моделируете, да. Сначала вы сделаете макет, понравится вам, не понравится, примерьте на себя, может быть, какие-то изменения нужно будет внести. То есть, ну вот у меня макет, я просто, как сказать, игралась с вариантами, да, игралась, вот мне понравилась эта выкройка, и я игралась. И сегодня я вам покажу очень интересную модель. Я надеюсь, что она вам понравится. Вы уже ее видите на обложке в начале видео, да, но сейчас, на данный момент, у меня ее еще нет. Вообще планирую костюм. Что получится, узнаем дальше.
Итак, это спинка от этой блузки. Я ее оставила специально, чтобы потом, возможно, еще и не раз воспользоваться. Здесь я оставляю приталивание по спинке. Здесь у меня 1,5 сантиметра. И я еще добавила, вот она, смотрите, вот она у меня линия, да, была боковая. Я добавила приталивание по линии талии, убрала 2 сантиметра. 2 сантиметра здесь, но это еще смотрите по вашей фигуре, насколько вы можете, да, приталить. Ну, 2 сантиметра, я думаю, что это, наверное, максимальное приталивание, даже если у вас большая разница между бедрами и талией. То есть тут приталивать сильно не нужно. Главное, чтобы у нас была форма, был силуэт и не было мешка по спинке. То есть вот она моя линия, я приталила, здесь у меня 16 сантиметров моя высота бедер, и сюда я плавненько вот так вот сравняла с боковой линией. То же самое, конечно, мы будем делать, то есть мы будем по этой выкройке будем строить полочку. Значит, я сейчас беру чистую кальку. Что касается ширины и длины кальки, я говорила об этом в видео, когда строила вот эту блузочку. Ну, в принципе, могу напомнить, у меня ширина, полная ширина кальки 84 сантиметра. Для блузки я беру ровно пополам, то есть сколько? 42 сантиметра получается. И вот здесь у меня рукавчик так, в принципе, и останется. Я оставлю, только добавлю на подгибку. Прикладываю. Что касается линии низа, я ее не меняю. То есть я не даю баланс по низу для этой блузки. Просто вот так сейчас прикладываю. Прорисовываю линию низа. Так. Далее я то есть копирую, обрисовываю по контуру боковую линию уже с приталиванием. Если вы себе не доверяете, вы оставляете контрольную точку, допустим, вот где линия талии. Далее линия низа рукава. Плечевая линия до вот этой точки. Это у меня точка ширина плеча. Теперь смотрите, вот эта точка, здесь я тоже меняла за кадром. Я сейчас вот так проведу. Здесь у меня было как? Смотрите, я напоминаю просто, да? Было 2,5 сантиметра вот сюда и 8 сантиметров вот сюда. И у меня была вот такая вот горловина. Я от этой точки вот сюда по плечу отложила 3 сантиметра, то есть я расширила свою горловину. Хочу, чтобы эта блузочка была более свободной. Поэтому вот я сейчас рисую вот сюда 3 сантиметра. Если вы берете эту выкройку, то вы просто вот так вот изменяете. И рисую новую горловину. Теперь, смотрите, я убираю спинку. Можно обрисовать полностью, кроме вот этого места. Вот здесь можно обрисовать полностью, чтобы потом правильно все вырезать, да? Так, пока не вырезаю, сразу сейчас поменяем все. Менять мы будем только вот здесь, только полочку. Значит, от этой уже новой точки я вверх поднимаюсь на 1/3 раствора выточки. У меня это 2 сантиметра. Вот она моя точка, 2 сантиметра. Далее от этой точки, то есть от горловины вниз, я откладываю 6 сантиметров. И прорисовываю уже от этой точки, вот так, до этой точки. Прорисовываю новую горловину по полочке. И она у нас еще не постоянная. Теперь вот эту точку соединяю вот с этой точкой, о которой я говорила в начале, да, ширина плеч. Вот так. То есть плечевая линия по полочке у нас получается вот такая немного вогнутая.
Если у вас есть сутулость, если сутулость легкая, допустим, если либо разница между спинкой и полочкой небольшая, вы можете просто сделать так же, как и по спинке, да, то есть не менять вот эту линию, не поднимать вот так вот. У меня на 2 сантиметра, возможно, у вас на 1, на 1,5, может быть, даже на 0,5. Ну, этого можно не делать. Если сутулость, то, возможно, вам придется поднять немножко на спинке, а не на полочке. То есть это уже вот такие нюансы фигуры. Далее, я сейчас вырежу то, что у меня получилось. И мы с вами продолжим дальше. Что я задумала. Блузка получится просто шикарная, особенно с таким принтом. Я сегодня заглянула в свой шкаф с тканями, чтобы выбрать, как говорится, очередную жертву для... Ну, я думала, что вот то, что я вам сначала вот в начале видео показывала, думала, буду шить что-то из этих двух. Но потом мне пришла в голову интереснее, еще интереснее идея. Вот сейчас я когда закончу, когда я уже сошью, вы поймете, о чем я говорю. Так, вот эти мелкие кусочки, кстати, я стараюсь не выбрасывать, они не очень мелкие, они пригодятся при моделировании. Теперь я разворачиваю свою полочку. Немножко сомнем края, чтобы они у нас не загибались, не загинались. Так, смотрите, вот у меня сгиб, это центр. Наверное, видно, да, надеюсь. Если не видно, мы сейчас его вот так вот прорисуем. Так, вот он центр. От центра в сторону, то есть я хочу, чтобы у меня одна сторона была... То есть не хочу ровные линии, да, хочу вот, чтобы у меня были какие-то такие линии интересные. От центра я откладываю 12 сантиметров сюда. Далее, от горловины вниз, ну, я отложила 15, но смотрите, вот это у нас будет практически в шею, даже не в шею, вот где у меня, ну, примерно пару сантиметров вниз от ереминой впадины, да, и я откладываю, вот, 15 сантиметров у меня будет где-то здесь. В принципе, нормально. Я откладываю 15 сантиметров. Здесь еще немного откорректирую. Да, вот здесь вот 15 сантиметров. Теперь я соединяю вот эту точку 12 и точку 15. Но она у меня, я хочу, чтобы она была не ровной, а плавной. Ну вот как-то так. Или немножко даже... Вот так. Сейчас я пожирнее ее наведу. То есть вот это у меня уже получится разделение. Одна часть и вторая часть. Теперь, что я хочу сделать здесь? Вот у меня начало горловины. И дальше я отсюда, может быть, чуть-чуть ниже, вот так вот, делаю плавную линию и выхожу вот сюда. Здесь она такая более спрямленная. Как-то так. Может быть, даже вот здесь немножечко, так, вот так вот веду. Опять же, здесь у вас, как говорится, своя рука владыка, как хочу, так и ворочу. Ну, вот так вот я хочу, да. То есть я буду вырезать по внешней линии. Дальше, что хочу с этой стороны. То есть вот это у меня уже готовая деталь. Все. А эту я сейчас еще хочу немножко изменить. Так, чтобы было все видно. Вот эту часть, вот эту сторону горловины я опускаю еще на пару сантиметров, вот так вот. Но... вот здесь поднимаюсь. Смотрите, вот эти 2 сантиметра, даже не 2, наверное, здесь может быть 1,5. Да, где-то 1,5 сантиметра. Можно и 2 сделать, неважно, это уже ваше дело. Эти 1,5 сантиметра я продляю сюда. И здесь я захожу на эту половинку. И тут я хочу сделать вот такую линию, вот такую. Можно, конечно, ее здесь скруглить. Можно сделать вот так.
То есть тут уже как ваша фантазия захочет, скажем так. Вот я ее веду. Опять я накосячила, накалякала. Тут сейчас я это все заклею. У меня такое бывает, да? Так, значит, что хочу, то и ворочу, да? Вот так веду сюда. А что здесь я хочу? Ну, наверное, все-таки вот так. То есть параллельную линию вот этой. И тут буквально, ну, 2, может быть, 2 с хвостиком. 2,5, вот так вот. И отсюда я веду вот такую линию. Вот сюда. То есть здесь у меня будет сшиваться, здесь уже расходиться. Вот здесь у меня не будет ткани. Здесь у меня будет вырез. Если здесь я добивалась вот этот вырез ВТО, то здесь я буду уже его вот таким образом вырезать. Значит, спинка у нас остается неизменной. Здесь у нас приталивание. По спинке я добавила приталивание. И вырезаю я уже вот таким образом. Смотрите, я вырезаю вот эту деталь. Сейчас объясню почему. Вырезаю, здесь у меня, видите, она идет с наложением. Здесь будет либо кнопка, либо пуговка, либо крючочек, либо липучка, что хотите. Можете вообще просто зашить. Ну, я думаю, что если тут будет у нас застежка в этом месте, то будет легче надевать эту блузочку. Вот так я вырезаю. Полностью, видите? А здесь у меня получилось, если я сейчас вырежу, у меня получилась дырка. Так, я пока убираю. Вот этот кусочек отрезанный я сюда просто приклеиваю. Приклеила и вырезаю уже вот так вот ровненько. Здесь все лишнее убираю. Вот такая у меня получается выкройка. Раскладываем, смотрим. То есть здесь у меня будет сшиваться, а здесь расходиться. Как мы будем обрабатывать эту деталь, вот эту часть, это уже как бы ваше дело, да? Я думаю, что лучше сделать обтачку. Можно обтачку сделать, допустим, вот отсюда. Сейчас я... Так, смотрите, я не хочу большую обтачку, наверное, вот где-то сантиметра 3. Вот так вот я веду. Вот так вот я хочу сделать. Вот здесь оно у меня будет заканчиваться. Где-то так. Ну и здесь тоже, чтобы... Хотя вот эту часть можно просто сделать, подогнуть, да, подгибку сделать. Я, наверное, так и сделаю. А эта часть у меня будет с обтачкой. Значит, обтачку нам нужно тоже вырезать отдельно. Вот для этого как раз нам и нужны все вот эти кусочки. Так, это не подойдет. Есть еще. И вот так обрисовываю, какую я хочу обтачку. Обрисовываю горловину вот с этим хвостиком. Вот этот вырез. Опять же, вы сейчас можете прям бумагу приложить на себя и посмотреть, небольшой ли вам вырез. А может быть, вы захотите еще больше. Все. Я вырезаю обтачку. И, в принципе, у меня выкройка моя готова. Можно раскладывать на ткани и шить. Я сейчас покажу раскладку на ткани. Но процесс сборки показывать не буду. Я просто покажу, как я раскладываю на ткани. Это очень интересно, потому что интересная ткань, интересный принт. И, возможно, еще к этой блузочке я сошью брючки или юбку, потому что ткани у меня еще достаточно много остается. Я думаю, что брючки. Опять же, как я сделаю выкладку на такой ткани для брючек, тоже вот прям интересно будет. Если будет желание и время, покажу обязательно. Так,
Смотрите, у меня ткань тянется во все стороны. И сюда, ну и, конечно же, по косой. Я хочу, чтобы у меня одна сторона была белой, а другая синей. У меня тут темно-синяя и белая, да? Вот я беру свою полочку и делаю выкладку. Какую я делаю выкладку? Вот смотрите, я хочу, чтобы у меня и вот эта деталь, вот этот принт остался, да? Поэтому я, наверное, постараюсь, чтобы вот здесь у меня было соединение белой и синей, без вот этой вот красивой части. А вот здесь, где рукавчик, где бока, я хочу максимально сохранить вот этот красивый принт. Поэтому я сейчас буду выкладку делать. Мне очень повезло, что ткань у меня тянется во все стороны. Я могу выкладку делать как удобно мне. Вот, допустим, вот так. Здесь оставляем на подгибку, конечно же. Мы должны прибавить и сюда на подгибку. И припуск на швы я, наверное, оставлю, ну, также до сантиметра. Так, здесь я оставляю примерно сантиметра 2 на подгибку. Можно, в принципе, приколоть. Я, наверное, приколю сейчас выкроечку, чтобы она у меня не съезжала, да? Потому что здесь такие вот прям нюансики, вот эти уголочки, чтобы они тут не съехали. Очень хочу, чтобы было именно так. Все красиво. Я еще даже не представляю, какая это будет красота, но мне кажется, что это будет что-то, ну, очень красивое. Вверх, вот он, плечевая линия, да, здесь низ. Плечевая линия вверху, вот она, а низ вот здесь. Обязательно нужно, чтобы вот здесь остался припуск на шов, чтобы сюда вошел припуск на шов, и чтобы вот этот принт, который у меня красивый, да, он должен тоже как-то выглядеть интересно. Сейчас тоже приколю. И уже буду думать о спинке. Возможно, спинку я сделаю вот из этой серединки. То есть, возможно, спинка у меня будет однотонной. Почему? Потому что я не хочу портить все остальное. Я уже сказала, я хочу себе к этой блузочке либо брючки, либо юбку. Там уже что выйдет, посмотрим. Я думаю, что все-таки брюки будут очень классные. Кстати, вот эта ткань, она очень такая, знаете, холодит. Холодочек такой от нее. Я думаю, что летом в ней будет просто очень хорошо, комфортно. Ну, я, наверное, прямо сейчас так и вырежу, а уже буду думать, или вот так сейчас выверну, выложу, посмотрю, что у меня войдет спинка или не войдет. Будет очень обидно, если не войдет. А если, допустим, войдет со швом по центру, ну, как-нибудь опять же валетом, если вот так, но здесь нет, здесь в любом случае получится только одна половинка спинки. Так, значит, сейчас я буду думать. Я сейчас посмотрю, сколько у меня там остатки. Очень хочу брючки, очень хочу. Если у меня получится брючки. В общем, сначала я вырезаю или сдвинуть еще сюда. Там уже никуда не сдвинешь, а здесь можно сдвинуть. Нет, не буду сдвигать. В общем, что получится, то получится. Сейчас вырезаю с припусками 1 сантиметр. Кроме линии низа я оставляю сантиметра 2. И линия низа, то есть не линия низа рукава оставляю 2 сантиметра. И линия низа блузочки оставляю 2 сантиметра. Везде к остальным срезам я оставляю 1 сантиметр. Ну, приблизительно. Итак, что я сделала за кадром? Прежде чем вырезать спинку я уже буду из остатков вырезать, я вырезала себе детали для брюк. Обратите внимание, у меня получается одна сторона синяя, другая белая. Но я не хотела, чтобы у меня просто перед был белым, а спинка синим.
я решила сделать вот так. То есть у меня получится, смотрите, если я складываю вот так, вот она у меня передняя половинка, и вот таким образом я складываю, передняя половинка у меня вторая синяя. Что касается блузки, ну, спинка, понятно, что будет у меня полностью вся синяя. А здесь у меня получается, что одна сторона как бы из двух цветов, да? С учетом того, что... Так, сейчас открою и посмотрю. Как бы я представляю одно, а по факту может быть другое. Так, вот это будет с этой стороны. Ну, как бы, да, синяя, по боковой линии синяя. Так, а это по центру будет синяя. И она уходит вот сюда, да? Сейчас все-таки открою и покажу. Конечно, будет в готовом виде, это будет смотреться более четко, более понятно. Но все-таки интересно же перед тем, как все это делать, интересно посмотреть, как это будет выглядеть. Так, убираю. И получается, вот так будет выглядеть. Ну, я думаю, что нормально. Я думаю, что будет все логично. Но спинка будет вся синяя. Значит, смотрите, что я сделала. Вот у меня получается, вот она, ширина моей ткани, да, вот она вся. И у меня тут небольшой кусочек, где я могла вместить спинку синюю. Если бы я по низу или по верху что-то такое сделала, то я думаю, что это был бы какой-то ляп непонятный. Поэтому я решила сделать чисто синюю. Это у меня, значит, половинка будет вот так выкроена, то есть я ее уже выкроила. А вторая половинка у меня так не войдет, вот так. Я ее буду выкраивать вот так. Итак, покрутив немного свою выкройку, я поняла, что я все-таки не вмещаюсь полностью, у меня не входит где-нибудь какой-нибудь кусочек. Но я вот выделила себе один такой кусочек. Я думаю, что можно сделать по низу неровный низ, а скруглить немного вот так вот к боковым срезам. Да? Можно скруглить с обеих сторон, а можно только с одной стороны. Горловина получается здесь, ну, можно сказать, лодочка. Такая небольшая лодочка. Итак, что у меня тут получилось? Видите, у меня что получилось? Вот я сейчас вот так вот разворачиваю. Слава богу, что это получилось у меня с боковой стороны, да, сбоку. И мне нужно сейчас ее плавненько, красивенько как-то вот так вот срезать. Вот так. Итак, смотрите, я сейчас, наверное, сколю все детали, чтобы вы понимали, как это будет выглядеть. Ну и чтобы я понимала. Так, я сколола булавочками полностью всю свою блузку. И у меня немножко здесь колется, поэтому я буду стоять вот так. Смотрите, я хочу показать, что ничего назад у меня не тянет. Плечевая линия у меня совершенно на месте. Вот так могу показать. Что касается спинки, прилегание, ну, я думаю, что нормальное. По линии талии прилегание. И вот эта часть, мне кажется, мне даже можно укоротить на вот эту разницу, укоротить полностью блузку. Сколько тут получится, сантиметра 2, наверное, еще вот так убрать. И будет нормально, учитывая, что у меня будут широкие свободные штаны. Штаны, кстати, вот такие же будут. Сейчас я постараюсь их показать. Вот, смотрите, вот эти штаны, кстати, у меня есть старый мастер-класс, как я их кроила. Я выкроила точно так же вот эти, да. И вот она получается блузочка. Мне кажется, она даже слишком длинная. Ну, видимо, потому что ткань тяжеленькая такая. И я думаю, что мне вполне можно будет отсюда срезать. Ну, давайте рассмотрим. Спинка у меня чисто синяя. Вот так у меня идет здесь. Я так понимаю, начало синее, начало, потом идет вот этот прит, потом белое. Здесь опять же вот тут синее,
потом принт и белое. Ну, то есть вот так получилось. Я как бы думала, что это будет немножко иначе, но все-таки мы представляем одно, получается другое. Мне очень нравится горловина. Знаете, что касается обтачки, я думаю, все-таки я не буду ее делать. Я аккуратненько здесь как-нибудь оверлочной строчкой обработаю, да, и сделаю подгибку. Подгибку, возможно, сделаю вручную, аккуратненько, потому что ткань достаточно плотная, и обтачка, ну, будет грубо здесь смотреться. Поэтому, ну, слушайте, ну, мне вот нравится прям блузочка моя будущая. Еще раз говорю, она только сколотая. Я сейчас покручусь. Я еще, кстати, даже не видела себя в зеркале. Сразу решила показать вам. Вот так, да. Ну, понятно, что здесь у меня еще бардак. Здесь у меня еще рабочий процесс, как говорится. Я еще раз говорю, что я сегодня вообще не планировала съемки. У меня так получилось, что я вот увидела этот принт и захотелось. Вот здесь, смотрите, здесь пока нет обработки, конечно, выреза не видно. Но когда мы с вами здесь немножко заберем, и тут получится вот такая вот капелька. Будет очень симпатично. Ну и брючки будут красивые. Сейчас я примерно, где у меня брючки, детали брючек. Вот, да, вот она передняя половинка, вот так мы ее под кофточку, вот так вот. Вот, честно, даже сама не знаю, что это сейчас. Я не вижу в кадре, не вижу в камере, что там, как это все выглядит. И вот так вот вторая брючина. Сейчас я покажу сначала вам, потом посмотрю сама, что у меня получится. Так. Ну вот, интересно выглядит. Вот как-то так будет у меня. Кстати, интересно, да, вот это синее переходит в эту половинку брючин. Я очень переживала. Я, кстати, сначала вырезала, а потом подумала, как же так? Мне надо было сначала посмотреть, какую половинку какого цвета вырезать, и потом уже вырезать. Ну, в общем, как вырезала, так вырезала. И получилось очень даже неплохо. Я сейчас уже отключаюсь. Подписывайтесь в мой телеграм-канал. Все остальное я постараюсь показать в подробностях в телеграм-канале. Так что присоединяйтесь к нам, не пожалеете. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем классного настроения, всем до новых встреч.